и шот. Это очень редко встречающиеся иглы, их еще называют буллеты. Ну, это тебе ни к чему, по сути, но я должен это все обозначить. Это long taper, это больше на RL, round liner. Medium taper, это больше на покрас, на round магнумы и на все остальное, и также round шейдеры. Дальше. Конфигурация игл. Конфигурация. Что такое конфигурация иглы? Конфигурация иглы это и есть как раз round liner количество, round shader количество, round magnum количество. Итак, разберем round liner. Как это выглядит? Допустим, возьмем седьмой round liner. Седьмой round liner 7 RL. Это значит у нас 7 игл сведены максимально в плотное внизу по кругу. Вот в этом месте у нас получается вот такая интересная система. Раз, два, три, 4, 5, 6. И вот это седьмая игла. Вот так у нас выглядит седьмой раунд лайнер. Плотное сведение иголочек в самом вот здесь вот конце, что нам дает плотную, черную, толстую линию. Грубо говоря. Соответственно, есть 9, 11, 13, 15 и дальше по возрастающей именно по нечетному количеству игл. Итак, соответственно, чем больше у тебя игл в спайке, тем толще у тебя получается вот эта линия. Но не забываем про диаметр иглы. 0,30 или 0,35. Поэтому даже если мы возьмем 11 раунд-лайнер с 30 толщиной иглы и возьмем 9 раунд-лайнер с 35 толщиной иглы, у нас в принципе получится идентичная линия. Поэтому не забываем про это никогда. Об этом надо помнить всегда. Особенно при работах, которые строятся на контурах, у которых контур должен быть внешний жирный, а внутренние какие-то детали и все остальное должно быть более тонкое. Соответственно, если мы берем 7 RL 35 иголками, да, там, 35 иголками, то 5 раунд лайнер у нас должен быть с 30 иголками, чтобы у нас разница в толщине линии была очевидна. Round shader. Там, допустим, то же самое, также 7 round shader возьмем. Как он выглядит? Это 7 иголок. 7 иголок. 7. Но вот в этом месте, они выглядеть у нас будут вот так. Тан. 6, 7. Раз, два, три, четыре, 5. Вот тут. Вот так. Вот. То есть они будут не сведены в плотный пучок, как раунд-лайнер. А теперь самое интересное. Раунд-магнум. Ну, возьмем тот же самый 7 раунд-магнум. Почему он называется раунд-магнум? Иголочки расположены под небольшим изгибом. Чем он хорош? В отличие от простого магнума, у которого иглы расположены ровно как лопата, когда мы красим кожу, допустим, допустим, будем 7 обычным вот таким вот магнумом красить, наша кожа прогибается вот так. То есть работаем мы фактически вот этими частями. При работе раунд магнумом наша кожа также прогибается, но рабочая поверхность у нас увеличивается в разы. Соответственно, мы прокрашиваем полную площадь всего этого. Поэтому при работе раунд магнумами проще сделать
какой-то мягкий плавный переход, потому что здесь иголочки у нас проникают максимально. Соответственно, те иголочки, которые у нас находятся на вылете уже больше сюда, соответственно, проникновение меньше в кожу. Получается более мягкий плавный переход, в отличие, допустим, от вот этого. Потому что здесь будет очень резкая грань. Блин, очень резкая грань будет. Так, что касаемо, опять же таки, возвращаясь к конфигурации. Почему Round Magnum? Иглы у нас вот в этом месте расположены вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вот эта часть всегда, большее количество игл всегда находится внизу, так как большая площадь прижима идет у нас именно к носику, в котором они с нами у нас находятся. Если у нас сверху будет меньшее количество игл, то, соответственно, забор красочки будет гораздо хуже, красить оно будет гораздо хуже, придется прикладывать максимальное количество усилий к плотному какому-то прокрасу. И флэт. Флэт, как я уже говорил ранее, просто в одну линию. Все в одну линию. Это не айс, не камильфо, как говорится. Итак, поехали дальше. Обычный магнум. Обычный магнум MG. До изобретения раунд магнума все работали вот этими вещами. Те, у кого скилл позволял красить без каких-то задиров на коже и всего остального, они работали, не боясь всего этого. Но новички, которые работать начинали именно такой иглой, у каждого новичка появлялись, если получалась такая фигня, то получались голограммы. Что такое голограмма? При круговых движениях у нас не полный прокрас идет. Поэтому приходилось каждый раз возвращаться, прокрашивать еще раз, что увеличило шанс разбива именно поверхностных слоев кожи. Значит, вот эти иглы, примейды, вот эта вся здоровая бандура, которой приходилось подбирать типсы, держатель стальной, который выглядит у нас вот таким образом. Сюда вставляется типса, сюда вставляется эта игла, здесь она прикручивается к машинке, и пошла-поехала вот эта вся бандурина, халабудина. Это лишняя заморочка, лишние вещи, которые нужно потом автоклавировать, сухожарить и все остальное. И вот такого барахла у каждого мастера штук по 20, наверное, было, чтобы работать было нормально, адекватно, и не после каждого клиента приходилось это все жарить. Собственно, вот эта вещь у нас трансформировалась вот в такую потрясающую штучку. Что она из себя представляет? Определенная конфигурация иглы, которая нам уже нужна, запаяна в свою индивидуальную типсу. Здесь толкатель, тут мембранка находится, здесь вот эта вот канюля, через которую набирается красочка, и потом уже погнали дальше красить. Вот это все избавляет нас от приводит нас к вот этому. А что у нас получается? Сама игла, сама конфигурация игл находится уже в типсе. То есть получается у нас идет вот так, вот так. Здесь у нас носик, вот этот вот, капсула, которая. И вот здесь у нас уже напаяны идут иголочки. Вот. Здесь у нас дальше находится, это я сейчас буду разбирать. Мы это будем с вами смотреть. Вот это чудо инженерной мысли избавляет нас от множества ненужных периферийных всяких инструментов. Вот этого, дополнительных пластиковых типс, штанг вот этих непонятных, на которые напаяны иглы, что нас обезопасивает от попадания краски, поднимания частичек крови и всего остального по бэкстему. И пошло-поехало. Вот эта потрясающая вещь у нас состоит из чего? Вот это у нас по сути есть та пластиковая типса, которую мы с вами подбирали именно в тот момент, когда мы собирали себе машинки, которые у нас работали еще вот на таких вот иглах. Вот на таких иглах. Это вот, грубо говоря, это выглядело, вот если брать, это, грубо говоря, выглядело вот таким образом.
Иглы. Вот они сами иглы. Конфигурация иглы. Здесь у нас 7 или 9. 9, по-моему, 9. Вот у нас игла, которая уже запаяна вот в этот пластиковый такой держатель. Здесь вот есть такой хвостовичок. Это для модульных машинок, которые все. Здесь у нас есть как раз мембрана, которая не позволяет краске подниматься потом в саму машинку. Соответственно, она у нас запаяна, запечатана. Это у нас выглядит вот так. Вот она собирается. Все. То есть краска собирается только вот в этой части. По этому толкателю, потом, когда мы вставляем в машинку, у нас толкает, и у нас получаются вот такие поступательно-возвращательные движения. Вот. Производителей, конфигурации тоже великое множество. Вот я работаю больше Quadron, так как цена-качество оптимальная, соответствующая именно для, скажем так, для меня. То есть я почувствовал разницу, поработав разными абсолютно модулями, сравнив их качество работы и все остальное. То есть и по покрасу, и по контурам, по линии.